Банкротство. Мы привыкли думать об этом слове как о личной трагедии. Долги, коллекторы, потеря имущества, неплатежеспособность. Но что если я скажу вам, что банкротом может стать не только человек или компания, а целая страна, государство с многомиллионным населением, армией и флагом? Как это происходит и, что самое главное, чему история падения великих наций может научить каждого из нас в управлении своими личными финансами? По роду деятельности я каждый день работаю с последствиями финансовых ошибок. Сегодня мы разберемся в анатомии государственного дефолта и поймем, каким образом бюджет страны и бюджет обычной семьи подчиняется одним и тем же законам. В древние времена этот процесс не существовал в строгом смысле. Если кто-то не мог выплатить свои долги, его просто лишали всего имущества, или он становился рабом, или даже отрубали ему голову. Сегодня ситуация с должниками значительно улучшилась, по крайней мере в цивилизованных странах. Банкротство больше не означает рабство или смерть. Также нельзя просто ликвидировать государство. Это крайне сложный и почти невозможный процесс. Но тем не менее с государствами все сложнее. Рецепты банкротства для государства. Перекрываем стране источники дохода, лишаем ее возможности зарабатывать деньги или создать еще больше долгов. Увеличивая инфляцию, снижая инвестиции и отпугивая инвесторов, можно довести страну до ситуации, когда она просто не сможет дальше обслуживать долг и будет вынуждена объявить дефолт. Факторов может быть много. Война, стихийные бедствия, дорогостоящие вложения, неокупаемые проекты. Введение эмбарго также может негативно сказаться на стране. Доходы от экспорта исчезают, импорт дорожает или становится недоступным, экономика замедляется, бюджет теряет поступления. Давайте представим, что страна – это одна большая семья, и у этой семьи есть доходы – это налоги, пошлины, доходы от продажи ресурсов, и есть расходы, пенсии, зарплаты бюджетникам, стройки, оборона. И очень часто, как и в обычной семье, расходы зачастую превышают доходы. Что мы делаем в таком случае? Берем кредитную карту, берем потребительский кредит, одалживаем деньги. Государство делает по сути то же самое, выпускает облигации, то есть берет в долг у инвесторов других стран или собственных граждан. При этом бюджеты часто строятся с дефицитом. Заранее предполагается, что часть средств будет заимствована через выпуск облигаций или печать денег. Это и формирует долг, который когда-нибудь нужно будет погасить. Многие страны могут иметь триллионы долларов долгов и при этом продолжать функционировать, если их экономика растет, а долг остается под контролем. Но это не точно. Это называется жизнь дефицитом бюджета. Но рецепт катастрофы как для страны, так и для человека довольно прост. Трать больше, чем зарабатываешь, потеряя источник дохода, например, из-за санкций или давления цен на энергоресурсы. Игнорируй проблему, надеясь, что она когда-нибудь через много лет сама собой рассосется. И в какой-то момент возникает точка невозврата, точка дефолта. Самый яркий европейский пример – Греция. В начале 2000-х, чтобы вступить в престижный клуб стран Евросоюза, Греция, говоря простым языком, подделала финансовую отчетность. Было проведено целое расследование, выявлена коррупция в рядах европейских чиновников. Они приукрасили свои экономические показатели, чтобы выглядеть лучше, чем были на самом деле. То есть они манипулировали данными, но вскоре реальность настигла экономику. Отсутствие контроля над валютой, утрата доверия, невозможность привлекать инвестиции, снижение рейтингов, банкротство банков и в итоге дефолт. Получив доступ к дешевым европейским кредитам, Греция начала жить на широкую ногу. Грубо говоря, не по средствам, финансируя раздутые соцпрограммы, неэффективные проекты. Когда грянул мировой кризис 2008 года, пузырь лопнул, страна оказалась на грани краха, была вынуждена урезать пенсии и зарплаты и распродавать госимущество, включая аэропорты. Вступление в еврозону стало ключевой причиной, страна не хотела прекращать инвестиции и свои социальные программы, несмотря на требования по контролю долга и дефицита. В 2011 году Греция списала 21% всех долгов. Инвесторы предпочли получить хоть что-то, чем ничего. Это сопровождалось массовыми протестами, сменой правительства, социальной нестабильностью и падением банковской системы. Главный урок Греции – жить не по средствам и пытаться обмануть – прямой путь к потере контроля над своими финансами. Другой пример – Аргентина. Ее история – классический триллер о валютных рисках. В 2001 году страна объявила крупнейшее в мире банкротство. Долгое время их национальная валюта песо была жестко привязана к доллару США, и любая нестабильность приводила к скачкам обязательств. Кстати, для многих россиян это до боли знакомая история. В начале 2000-х многие брали так называемую валютную ипотеку, то есть брали кредит в долларах, и это было выгодно, если курс стабилен, а потом национальная валюта резко падает. Ваш доход в рублях остается прежним, а долг в рублевом эквиваленте вырос в 2-3 раза, и ежемесячный платеж превратился в неподъемный груз. Именно это произошло с Аргентиной в 2001 году. Крах экономики, гиперинфляция, заморозка вкладов, массовые беспорядки. Даже президент был вынужден бежать из своей резиденции на вертолете.
Урок из Аргентины. Брать на себя обязательства в валюте, в которой вы не получаете доход, это очень рискованное занятие. А паника – худший советчик в управлении финансами. Банкротства были и в других странах, даже очень развитых. Например, Исландия. После мирового кризиса ее крупнейшие банки потеряли возможность рефинансирования. Естественно, все мы помним дефолт в России в 1998 году. Не будет. Не будет девальвации. Все, твердый черт. Твердый черт. Не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет, это все просчитано. Причины схожи. Большие расходы, маленькие доходы, отсутствие нужных реформ и большой государственный долг. Но что сейчас по состоянию на 2025 год? Никто из экономических экспертов не предрекает дефолт в Российской Федерации. Россия держится за счет резервов и экспорта нефти. Но всем известные обстоятельства очень сильно давят на экономику. Если спецоперация затянется на долгие годы и одновременно цены на нефть упадут, ситуация может очень быстро поменяться. Политика популизма, чрезмерные траты, национализация промышленности – все это может привести к рискам банкротства. Именно так рухнули экономики Аргентины и Греции. Истории банкротства государств показывают, что путь к этому в первую очередь усыпан неверными решениями. Но есть и ключевые отличия. Если для страны дефолт – это почти всегда потеря части суверенитета, унизительные реформы и социальный хаос, длительный период восстановления, то для гражданина в России, благодаря закону о несостоятельности банкротства, это цивилизованный, относительно несложный и законный выход из долговой ямы. Цель этого закона – дать человеку второй шанс, вернуть его в экономику, чтобы он снова потреблял, покупал, платил налоги в конце концов, чтобы он мог снова встать на ноги, работать и жить нормальной жизнью. Поэтому государство напрямую заинтересовано в том, чтобы предоставить понятные механизмы списания долга. Итак, главный урок, который нам преподают обанкротившиеся государства, прост. Законы экономики и финансов универсальны. Они одинаково работают как для бюджета европейской страны, так и для вашего личного кошелька. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях и помните, знание ваших реальных прав и возможностей – ваш главный актив в любом кризисе. А если вы испытываете долговые проблемы, то я напоминаю вам, что моя компания не банкрот, оказывает услуги по сопровождению процедуры банкротства. А еще наш флагманский продукт – это обучение самостоятельному прохождению процедуры банкротства. Да, вы не ослышались, самостоятельное банкротство без затрат и без юристов. По ссылке в описании переходите, изучайте информацию, это бесплатно и принимайте верное решение.